Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимов на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм, Одноклассники, Контакт. Подписываемся, чтобы не потерять новые видео, чтобы смотреть бесплатный видео мастер-класс. А сегодня у меня вот такая простая шапочка. В продолжении темы мы с вами связали снуд теплый, а сегодня предлагаю связать теплую шапочку таким же узором. Мужская теплая шапочка. Смотрим. У меня такая же пряжа, из которой мы вязали наш снуд. Толстенькая, тепленькая, 200 метров, 100 грамм. Нам нужно крючком номер 5 набрать, сделать кольцо, вот так вот. И в кольцо набрать 15 столбиков. 1, 2, 3 с одним накидом. 3 воздушные петли, это у нас столбик. Наша задача набрать 15 столбиков в первом ряду, потом ниточку подтянем хорошо. Затем из 15, провязывая в каждом по 2, нам нужно сделать 30 столбиков. Вот такая основа у нас, такая схема. Набираем 15 столбиков, считаем. Затягиваем петлю, чтобы у нас не было никаких дырочек. Немножко так подтягиваем. И потом из 30 уже столбиков будем вывязывать узор. Все время подтягиваем. Обязательно нужно будет посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Подтягиваем 13, 14 и 15. 15 провязали. Соединительным столбиком соединяемся в первую нашу петельку. И 1, 2, 3. В этот же столбик провязываем еще один. То есть наша задача в каждый столбик с одним накидом провязать 2 столбика с одним накидом, чтобы в итоге у нас было 30 столбиков. Провязываем наш второй ряд. Провязали второй ряд. Ниточку нужно очень хорошо затянуть с обратной стороны, чтобы у нас не было никаких зазоров. Ее обязательно завязать. И мы начинаем вязать третий ряд, основной. Это у нас будет и узор, и расширение. И больше мы расширять не будем. Задача наша такова. Мы провязываем 1, 2, 3 воздушные петли подъема. И за этот же столбик рельефный лицевой. У нас получается 2 столбика. В следующую петлю вяжем столбик с накидом. И за этот же столбик рельефный. То есть мы с вами с одной стороны вяжем узор, с другой стороны мы увеличиваем объем до 60 столбиков. Пряжа очень толстая, и для такой пряжи 60 вполне достаточно для взрослой шапочки. Если у вас пряжа тоньше, например 300 метров 100 грамм, вам нужно набрать 20 воздушных петель, увеличить их до 40 и потом вязать вот такой узор. Простой столбик, рельефный, простой, рельефный. Этот узор мы будем вязать до конца шапочки. Больше ничего увеличивать не будем, будем вязать по факту, как у нас есть рельефный, это рельефный, простой, простой. В следующем ряду вяжем все точно так же, как у нас есть, ничего не меняя, не прибавляя, просто по узору. Провязали наш основной ряд узора, третий. Соединительным столбиком мы также присоединяемся, как в этом ряду, так и во всех остальных. И точно так же 1, 2, 3 мы вяжем 3 воздушные петли подъема.
Следующий столбик рельефный лицевой. Следующий просто столбик. Мы повторяем весь наш узор, который у нас есть. Столбик над столбиком, там где рельефный, рельефный. Больше никаких изменений мы не делаем. Вяжем шапочку примерно на 22 сантиметра. Повторяя все наши столбики. За счет рельефных столбиков вязание получается плотным и достаточно теплым. Вот. Вяжем дальше, ничего не меняя, ничего не прибавляя. Провязала я шапочку нашим простым узором. Сколько вязать? Как правило, длина или высота шапочки 20-22 сантиметра. Нужно обязательно мерить по голове. Теперь как завершить? Можно все оставить как есть. Узор смотрится хорошо. А можно сделать и ратчий шаг, как завершающий. Каким образом? Мы довязали до конца, делаем воздушную петлю и идем в обратную сторону. Столбик без накида, провязали. Вот. И следующий столбик. То есть в обратную сторону мы с вами пятимся. Это называется ратчий шаг. Вот. И опять в обратную сторону мы с вами вяжем не справа налево, как всегда, а слева направо. Тот же столбик без накида, только в другую сторону. И получается такой вот кантик, достаточно симпатичный. Вот, то есть еще разочек, да? Мы с вами завершили вязание. Вот наш столбик. Соединили с общим вязанием. Сделали воздушную петлю. И идем в столбик следующий. Также вкалываем крючок, делаем накид, провязываем 2 петли вместе. Вот наша петля, идем в столбик, провязали. И так в каждый столбик мы вкалываем и 2 петли провязываем. Опять в петлю и в следующий столбик. И тогда у нас получается такой завершающий кантик. Вот он. Достаточно хорошо смотрится, как завершающий штрих. Хотите резинку связать, рельефный столбик лицевой, изнаночный, тоже можно. Как завершающий штрих, он очень хорошо всегда смотрится. В общем и целом, вот оно у нас. Вот такое завершение будет. Можно связать, можно не вязать. Связали, отрезали ниточку, наша шапочка вот такая мужская, простым, теплым узором готова. Если вы досмотрели ролик до конца, огромное спасибо, что у вас хватило на это внимания, желания, терпения. Надеюсь, видео мастер-класс вам будет полезным. Таким узором можно связать не только мужскую, а шапочку вообще любую абсолютно. У меня толстая пряжа. Напоминаю, что если вы возьмете пряжу такую же, как у меня, 200 метров 100 грамм, то либо мы набираем 20, 40 и дальше будет 80, либо 15, 30 и 60. Это в самом начале я проговаривала. Крючок у меня номер 5. Расход пряжи меньше, чем 100 грамм, потому что шапочка не так много берет, как берет. На берет больше уходит. И на снуд больше уйдет. Предлагаю связать вот такой простенький вариант, который можно буквально связать за пару вечеров. Для наших мужчин, может быть, для подростков, а может для себя, если вы любите такие лаконичные узоры. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram. И смотрите мои видео мастер-классы. До следующих встреч. Мы довязали до конца. Делаем воздушную петлю. И идем в обратную сторону. Столбик без накида. Провязали. Вот. И следующий столбик. То есть в обратную сторону мы с вами пятимся. Это называется ратчий шаг. Вот. И опять
обратную сторону мы с вами вяжем не справа налево, как всегда, а слева направо. Тот же столбик без накида, только в другую сторону. И получается такой вот кантик достаточно симпатичный. Вот, то есть еще разочек, да? Мы с вами завершили вязание. Вот наш столбик. Соединили с общим вязанием. Сделали воздушную петлю. И идем в столбик следующий. Также вкалываем крючок, делаем накид, провязываем 2 петли вместе. Вот наша петля, идем в столбик, провязали. И так в каждый столбик мы вкалываем и 2 петли провязываем. Опять в петлю и в следующий столбик. И тогда у нас получается такой завершающий кантик. Вот он. Достаточно хорошо смотрится, как завершающий штрих. Хотите резинку связать, рельефный столбик лицевой, изнаночный, тоже можно. Как завершающий штрих, он очень хорошо всегда смотрится. В общем и целом, вот оно у нас. Вот такое завершение будет.